Лето в тот год выдалось знойным и душным. Город задыхался от пыли, и даже у реки, которая обычно дарила прохладу, воздух казался тяжелым и неподвижным. Русло реки в этом месте было заковано в высокие отвесные бетонные берега. Для людей это была обычная набережная, но для любого мелкого животного, случайно оказавшегося в воде, эти гладкие серые стены превращались в смертельную ловушку, выбраться из которой самостоятельно было абсолютно невозможно. Алексей шел по краю набережной, лениво разглядывая мутноватую, зацветшую зеленую воду. Из-за обилия водорослей река казалась густым супом, медленно несущим свои воды куда-то на окраину. Парень спешил по своим делам, погруженный в собственные мысли, пока тишину знойного полудня не прорезал тонкий отчаянный звук. Это было жалобное, прерывистое мяуканье. В нем не было надежды, только чистый, первородный страх. Алексей остановился и замер, прислушиваясь. Звук доносился снизу, прямо из-под крутого бетонного склона. Шагнув к самому краю ограждения, он заглянул вниз. Там, в паре метров под ним, в густой зеленой воде, отчаянно боролся за жизнь крошечный рыже-белый котенок. Малыш был совсем маленьким, едва ли старше пары месяцев. Его шерстка полностью намокла и облепила худое тельце, из-за чего он казался еще меньше и беззащитнее. Он изо всех сил перебирал крошечными лапками, стараясь удержать голову над водой, но силы его явно были на исходе. Каждый вдох давался ему с трудом, а зеленая жижа то и дело норовила затянуть его на глубину. «Малыш!» — невольно вырвалось у Алексея. Котенок услышал человеческий голос, поднял свои огромные испуганные глаза и закричал еще громче. Но спасти его было непросто. Бетонный парапет обрывался вертикально вниз, и просто протянуть руку было бесполезно. Расстояние до воды оставалось слишком большим. А лезть в мутную реку без снаряжения было опасно из-за скользких плит. Было очевидно, что малыш упал с обрыва совсем недавно, возможно, погнавшись за бабочкой или просто оступившись во время игры. Теперь же он медленно шел ко дну, под тяжестью собственной намокшей шерстки. Алексей лихорадочно огляделся по сторонам. Времени на поиски длинной ветки или спасателей не было, котенок мог уйти под воду в любую секунду. На глаза парню попался прочный, грязноватый брезентовый ремень, сиротливо лежавший неподалеку у забора. Это была плотная, широкая лента, тяжелая, но достаточно гибкая. «Подойдет», — подумал Алексей. Он быстро подбежал к краю, лег на живот на пыльный бетон, свесился вниз и опустил один конец ремня в воду прямо перед мордочкой тонущего зверька. «Давай, хватайся! Сюда, глупыш!» — ласково и подбадривающе звал Алексей. Но котенок, охваченный паникой, не сразу понял, чего от него хотят. Вместо того, чтобы ухватиться за спасительную ленту, он испугался незнакомого предмета и поплыл в противоположную сторону, уходя все дальше от стены. Каждое движение давалось ему с колоссальным трудом. Было видно, как тяжело ему грести. Намокший хвост тянул вниз, а лапки двигались все медленнее. Вода вокруг него расходилась мелкими кругами, а зеленая тина цеплялась за уши и усы, мешая видеть путь к спасению. «Нет, нет, нет, не туда! Плыви обратно!» — закричал парень, стараясь говорить мягко, чтобы не напугать бедолагу еще сильнее. Он начал осторожно похлопывать ремнем по воде, создавая небольшие всплески, чтобы привлечь внимание животного. Малыш отплыл на пару метров, но затем, словно осознав, что силы покидают его окончательно, развернулся. В его маленькой кошачьей голове, должно быть, боролись два чувства: дикий страх перед человеком и инстинкт выживания, кричащий о том, что это его единственный шанс. Тяжелая вода тянула его на дно, и каждый новый грибок давался с невероятным трудом. Котенок медленно, превозмогая усталость, поплыл обратно к бетонной стене.
Алексей затаил дыхание. Он неподвижно держал ремень, опустив его нижний край в воду и стараясь даже не дышать, чтобы не спугнуть измученного кроху. И вот чудо произошло. Маленький комочек подплыл вплотную к брезентовой ленте и мертвой хваткой вцепился в нее своими крошечными когтями. Он держался так крепко, словно от этого зависела вся его жизнь. Впрочем, так оно и было. Он буквально повис на ремне, жалобно и громко пища, умоляя о помощи. Его маленькое сердечко, должно быть, билось со скоростью птичьего крыла. «Держись, маленький, держись!» — шептал Алексей. Парень начал медленно и очень плавно подтягивать ремень вверх. Нужно было действовать предельно аккуратно. Одно резкое движение, и котенок сорвется обратно в воду, и второго шанса у него может просто не быть. Брезент медленно скользил вверх по шероховатому бетону. Котенок висел на нем, зажмурив глаза от страха, но не разжимая когтей. Его мокрая мордочка была выражением предельного напряжения. Лапки дрожали, но кошачья хватка оставалась железной. Еще секунда, еще одна. И вот мокрый, дрожащий рыжий комок оказался на уровне рук Алексея. Парень осторожно перехватил котенка за шиворот и вытащил его на твердую сухую землю. Оказавшись на свободе, котенок не сразу понял, что опасность миновала. Он отряхнулся, смешно фыркая от попавшей в нос воды, и испуганно огляделся. Его шерсть висела сосульками, обнажая худое, измученное тельце. Малыш жалобно мяукнул в последний раз, словно благодаря своего спасителя, а затем быстро побежал прочь от опасной воды в густые зеленые заросли травы и клевера, росшие неподалеку. Алексей проводил его взглядом. Котенок уверенно прыгал по мягкой траве, быстро скрываясь в зеленых дебрях, живой, невредимый и свободный. Парень медленно поднялся с колен. Его одежда была испачкана дорожной пылью и речной тиной. Ладони горели от натяжения жесткого брезента, но он не чувствовал дискомфорта. Он смотрел вслед убегающему рыжему огоньку, который скрылся в густых лопухах у старого забора. Где-то там, в тени и прохладе, котенок сможет, наконец, вылизать свою шерстку, согреться под теплыми лучами солнца и прийти в себя после этого страшного приключения. Алексей смотал грязный ремень и аккуратно положил его на место. Возможно, этот нехитрый инструмент еще когда-нибудь сослужит добрую службу другой заблудшей душе. Набережная снова погрузилась в свое привычное полуденное затишье. Мимо проходили редкие прохожие, уткнувшись в экраны своих телефонов и даже не подозревая, какая маленькая, но настоящая драма разыгралась здесь всего пару минут назад. Для всего огромного города это был самый обычный жаркий день, но для одного крошечного рыжего существа этот день стал вторым днем рождения. Алексей улыбнулся, глубоко вдохнул горячий воздух и пошел дальше. На душе у него было удивительно легко и спокойно. Он знал, что этот день прожит не зря.